Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. С кем же у вас будет безумная страсть? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И напишите в комментариях, соскучились вы по страстям или нет. Итак, в каких энергиях вы пребываете? Так, а что ж такое, ребят? Что случилось? Что так хреново на душе? Смотрите, проигрывается ситуация разрыва, развода, полнейшего какого-то вот тупика в жизни. Помним, конечно же, что это общий расклад, да, у кого-то сейчас проигрывается эта ситуация, у кого-то она была еще совсем недавно, да, вот тот же развод, разрыв, вот такое отвратительное состояние души. Очень сильный конфликт проигрывается, конфликт, скорее всего, с женщиной, от которого, может быть, даже до сих пор вы не можете отойти. Вы вообще человек такой, знаете, довольно позитивный. Но я не беру во внимание вот то состояние, которое вот сейчас у вас, либо же вот еще недавно было, да. Это как бы отголоски прошлого, это отголоски вашего разрыва, от которого, да, вы очень тяжело отходили, некоторые еще, может быть, сейчас отходят. Вы такой человек, что вы настолько вот позитивный, вы как-то вот по жизни всегда стараетесь искать позитивные моменты. Вот даже, знаете, вот в мелочах. Вот есть люди-пессимисты, которые видят все плохое, все у них плохо, все не так. А вы стараетесь вот всегда везде искать плюсы, вот позитив из любой ситуации. Но вот единственное, что у вас есть опасения, ну вот после вот этого вашего разрыва, развода, конечно же, у вас осталось опасение, что теперь все женщины будут двуличные, да, у вас как-то, ну, пропало особо доверие к женщинам. Вот я не вижу таких вот, знаете, у вас каких-то перемен особых в личной жизни. Вот сейчас вот я бы скорее вас отшельником назвала. Вот одноразовых каких-то девочек-однодневочек я не беру во внимание. Мои подписчики знают об этом, да, что мы именно вот на серьезные отношения смотрим. Вы сейчас скорее себя отшельником чувствуете. И состояние не особо такое хорошее, состояние нестояния тогда. Плюс вот это недоверие к женщинам, вот осадок очень сильный. Может также проигрываться, опять же, было уже не раз у нас в раскладах такое, что может проигрываться, что вы начинаете понимать, что вам комфортно одному. Вот вас так достали вот эти скандалы, вот эти разводы, вот эти придирки женщины, которая была раньше, что вы понимаете, что да, одному плохо, но никто не выносит мозг. Я что хочу, то и делаю, я куда хочу, туда и трачу деньги. Ну, то есть в таком ключе, понимаете? Плюс вот это вот недоверие. То есть я не вижу, чтобы вы особо суетились и что-то делали вообще, чтобы, допустим, знакомиться с женщинами. Ну, вы знаете, вот у вас такое состояние, ну, получится, то получится, не получится, то мне одному хорошо. Вот как-то так вот. Далее. Что еще происходит у вас? Вы такой человек еще, кстати, что вами довольно просто манипулировать. Вот просто, я не знаю, может быть, кто-то из вас и знает это, да, вот замечаете, вот ваша бывшая женщина вами манипулировала. Кто-то, может быть, даже и не замечал, насколько тонко она вами управляла, манипулировала. Ну, то есть вы такой вот, это может быть либо характер очень такой покладистый, добряк. Ну, на раз-два, ну, честно, можно вами управлять очень легко. Вы человек еще, ну, я бы сказала, такой сомневающийся. Вот бывают ситуации, когда вы будете долго раздумывать, обдумывать, выбирать, там все решать. Хотя, в принципе, как на это посмотреть, да, с какой стороны?
Потому что, в принципе, вот эти вот импульсивные поступки, которые некоторые люди совершают, они не всегда на пользу идут. Лучше все-таки, наверное, 100 раз отмерить, а потом 1 раз отрезать, да? Не зря и пословицы такие есть. Вот вы из таких людей, вы не будете совершать какие-то необдуманные поступки, у вас все взвешено, у вас всегда все по жизни продумано. Вы можете даже вот в быту, да, ну там, я не знаю, в деньгах, вот по зарплате, все, вот вы получили, допустим, зарплату, вы можете вот, ну, чуть ли не по кучкам там разложить денежку, да, вот это я потрачу там на еду, вот это на коммуналку, вот это еще куда-то, да, ну, то есть вы не будете ни деньгами сорить, ничем, вот вы такой очень продуманный, такой, ну, рациональный человек, у вас все четко структурировано, по полочкам должно быть. Так, далее. Ну, личная жизнь сейчас, конечно, у вас на ноле. Я не вижу серьезных отношений. Смотрим. Плюс, естественно, отсюда у вас и тоже и воздержание идет, да, потому что, ну, вы не из тех людей, которые будут ценить однодневные связи абсолютно. Ну, как бы одно вытекает из другого. Нет серьезных отношений и, соответственно, у большинства, ну, нет как таковой интимной жизни. Смотрим, какая же женщина пришла к нам. С кем же у вас будут страсти? Что это за женщина? Так, смотрите. Женщина моложе вас. Такая вот зажигалка. Вот настолько она активная, позитивная, моложе вас, причем может быть даже намного моложе. Но она, знаете, она пережила, несмотря на то, что она такая позитивная, у нее тоже был довольно такой неприятный период. Очень такой, я бы сказала, даже апатично-депрессивный, что она тоже ни в отношениях не была ни с кем. Но потом как-то вот она вырулила, она вытянула себя из этого состояния. Очень светлый человечек, скорее всего, блондинка проигрывается, с очень развитой интуицией. Она очень чуткий, очень интуитивный человек. У нее есть верные подруги, может даже парочка проигрываться, причем довольно тесно они связаны, да, вот они, ну, чуть ли не как сестры, очень близкие такие подруги. Ну, сейчас это такая большая редкость. Она очень веселая, она очень легкая, эта женщина. Она даже как-то вот, знаете, у нее такой характер настолько вот позитивный, оптимистичный. Она даже не умеет долго грустить. Да, у нее вот бывают вот даже не один период такие не очень приятные, да, были свои проблемы, свои дела, вот нужно было порешать. Но вот она не умеет долго грустить. Она настолько вот такой светлый человек, вот обычно вот как солнышко, да, вот я называю таких людей, что как солнышко просто. И своим теплом обогреет, и своим позитивом, да, и поддержит, и утешит. То есть, ну, такая суперская девочка. Итак, что же у вас будет? Вы себя, конечно, будете накручивать. Смотрите, когда вы с ней познакомитесь, вы, я бы сказала, ну, будете мрачнее тучи. Ну вот не будет у вас такого настроя на новые отношения. Вот эта девочка-зажигалочка, она кардинально поменяет вашу жизнь. Поначалу вы ее даже как-то не будете воспринимать. Ну, плюс то, что она даже моложе вас. Плюс вы еще какой-то период будете держать оборону от женщин, да, ну просто в связи с вашим вот разрывом. То, что я говорила в начале расклада. То есть вы будете такой вот холодный, неприступный, да, вот у нас король мечей выпал. Это такой эмоционально холодный человек, вот такой сдержанный. А она зажигалка. Она вот девочка-огонь просто выпала. Поэтому вот какой-то период вы будете держать оборону. Так. Причем еще может проигрываться такая ситуация, что, опять же, вот вы будете думать, что
Вот она такая сякая, молоденькая, да, может быть, она захочет много денег, да, вот это то, что ходит у нас в обществе, что обычно молоденькие ищут себе богатеньких папиков, да, как их называют. Вот будет еще такой у вас страх, что нужно будет на нее много тратиться, да, зачем оно это надо и все такое. Ну, то есть поначалу, да, активничать вы не будете. Что будет дальше? Какой-то период вы будете общаться, вот я бы сказала, это будет сначала как дружеское общение, потому что ваша вот холодность, какая-то недоверчивость, опасения ваши, вот оно свое дело сделают. Но через какое-то время, вот после вашего знакомства, вот все-таки вот эта девочка, она влюбит вас в себя. Вот так, знаете, по-женски мудро, по-женски очень осторожно она все-таки влюбит в себя вас. Причем это будет, знаете, такая вот настолько теплая, нежная, искренняя любовь. Это не будет какой-то поначалу вулкан страстей. У вас страсти будут немного позже. У вас будут страсти до такой степени, что вы, я думаю, давно уже забыли о таком, да? То есть у вас получается, что у вас вот этот вот такой период начальный, сдержанный, он перейдет сначала в такие спокойные отношения, но вы будете сближаться, да, это перейдет уже в более, ну, на уровень интима, я имею в виду. Перейдет на уровень более такого теплого, трепетного отношения. Смотрите, и здесь уже девочка себя покажет во всей красе. Вот именно когда вы сблизитесь, я думаю, именно интимом она вас и привлечет. Потому что такого интима у вас давно не было, это однозначно. Девочка, ну настолько, знаете, вот с такими женщинами обычно интим очень нежный и страстный. Настолько человек, вот знающий свое тело, она знает, чего она хочет, несмотря на то, что она довольно юная, очень умелый человек, ну в этом деле я имею в виду. Она настолько будет вот чувствовать даже вас, она будет по вашим, ну вот я объясняю, да, вот та информация, которая мне идет с потока, вот она будет чувствовать даже вот вас, все ваши вот эти хотелки, даже интимные, она будет смотреть по вашим реакциям, да. Ребята, держите себя в руках, а то некоторые мне потом в комментариях пишут после таких раскладов, что еле сдержал себя в руках. Смотрите, она будет по вашим вот этим всем ахам, охам, вздохам, она будет четко просчитывать, что вам нравится, что не нравится. Кстати, заметьте, я думаю, вы тоже в курсе, далеко не каждая женщина будет это делать. Я имею в виду обращать внимание на какие-то вот мужские предпочтения в интиме. Ну, я думаю, вы через это все проходили. Напишите в комментариях, кстати, об этом. Довольно часто женщины, да, любят вот, ну, эгоистично просто получать удовольствие, не заботясь уже о удовольствии мужчины. Эта девочка, она и свое тело знает, и изучит очень быстро ваше тело. Поэтому этот вулкан страстей, который вас ждет с этой юной девочкой, да, я даже не знаю, как ее правильно назвать, он настолько погрузит вас в мир любви, в мир страсти, в мир каких-то вот бурных переживаний, даже адреналина, потому что жизнь ваша кардинальнейшим образом поменяется. Вот сейчас вам однозначно, вам в это не верится, потому что сейчас у вас абсолютно не то настроение. Я больше чем уверена, что некоторые из вас скажут, либо напишут, что да нет, уже все, и возраст, и не верю, и не хочу. Но поверьте, когда женщина появляется, которая зажигает ваше сердце, хотите вы или не хотите, а хотеть придется. И хотеть и женщину, и влюбитесь вы как мальчишка, хоть вам 50 лет, хоть 60, хоть 70, до любви все возрасты покорны, елки-палки, честное слово. Поэтому, кто опустил руки, ребят, тренируемся, смотрим видео для взрослых.
набираемся сил, высыпаемся и ждем вот эту юную зазнобу, которая вам такие виражи в интиме покажет, о которых вы давно забыли. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!